Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня я хочу с вами поговорить, когда правильно открывать компанию с ограниченной ответственностью, на иврите хевра баам. На самом деле существует три основных момента, о которых важно поговорить. Первый момент – это налоги. На самом деле компания имеет двухступенчатую систему обложения налогов, то есть налог на саму компанию 23%, и в случае, если хозяин компании хочет взять деньги на личное потребление, он должен заплатить еще дивиденд 30%. Теперь, если человек оставляет деньги в компании на развитие, то это является на самом деле большим преимуществом. Да? Почему? Потому что если бы взять, предположим, Осак Морше, или любой другой бизнес, который не компания, и чистая прибыль, которая составляет 15%, то есть 15 тысяч шекелей, то начиная с 15 тысяч шекелей, то практически человек платит 50%. Почему? Потому что это включает 31% подоходный налог, плюс практически 18% битуах леуми. То есть, вместо того, чтобы заплатить эти 50%, то есть человек может путем компании с ограниченной ответственностью заплатить, 23%, и деньги оставить в компании, то есть не брать их на личное потребление. То есть в случае, когда для человека ему хватает денег на личное потребление, то в компании существует это очень большое преимущество, да, то есть, что можно заплатить 23% налога и оставить эти деньги в компании на развитие компании, покупать всевозможное оборудование, инвестировать и так далее через компанию и не платить этот максимальный налог. Второй момент – это разделение между компанией и владельцем. То есть, это два юридических лица. То есть, в случае, когда обыкновенный бизнес, то владелец отвечает своим имуществом за долги бизнеса. В случае компании это не так. И поэтому, то есть, если существует риск исков по отношению к виду деятельности, достаточно опасной или сложной, то это большое преимущество, то есть юридическое разделение между компанией и владельцем. И, наконец, третий момент, то есть это престиж. То есть компания с точки зрения, скажем, государственных организаций, с точки зрения больших бизнесов, то есть это большое преимущество, в этом видят серьезность бизнеса. И поэтому, то есть, если бизнес хочет участвовать в государственных тендерах, например, заключать договора с большими компаниями. То есть, грубо говоря, когда бизнесу нужен имидж, то компания это важная ступень для получения этого имиджа. Потому что компания это выглядит солидно, серьезно, и имеет, преимущество и в плане тендеров, и в плане, когда нужен действительно имидж. Это три основных момента, очень вкратце, то, что касается компании с ограниченной ответственностью. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Пожалуйста, задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего доброго и шаббат шалом вам!